Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 января. Давайте узнаем, что ждет или к чему идет какая-то история, что или кто, возможно, допускаю, появится неожиданно. Это есть некоторое дежавю, которое для нас может быть в неожиданностях, как проясняются какие-то детали того дела, которым мы занимались прежде. Или когда мы что-то планировали, а тут тоже открываются новые обстоятельства. Это нам уже, в принципе, знакомо. Мы уже с этим или конкретным, может быть, даже человеком мы взаимодействовали. Но вот некоторые нюансы могут действительно для нас открывать либо новые перспективы, но я также не исключаю, когда мы сами будем с чем-то определяться. И в зависимости от услышанного или информации, полученной корреспонденции, звонков, контактов, мы неизбежно будем что-то с вами контролировать. Но, тем не менее, неожиданно может быть как само по себе возвращение. И, может быть, у кого-то это банально переделать отчет, правда? А у кого-то это будет связано с какой-то даже личной историей. Почему нет? Вот давайте мы с вами узнаем. У нас две колоды. Первая колода 78 дверей. Открытые двери или закрытые? Давайте будем узнавать. Достанем три карты, как потоковая информация и знаки судьбы. Без вопросов. Не задаем каких-то тем, позволим картам раскрыть, чем же вам придется заниматься, что будет происходить в эту декаду. Или, возможно, как сферы жизни, в которых вам придется принимать не просто участие, а может быть и определиться с чем-то. Итак, первый знак судьбы, что там ждет, что случится, что произойдет. Это второй знак. И третий знак судьбы. Пусть нам расскажут карты, что для вас как в приоритете или чему уделить внимание. Но если мы сказали неожиданно появится, ну, может быть, как какая-то оказия. Пусть это будут приятные неожиданности для вас, мои дорогие девы. Так что же там неожиданно в жизни девы с 10 по 20 января? С чем это связано? Или с кем? И к чему это все идет? Причины и следствия мы говорим, да, как это будет развиваться, это событие. И в конечном-то итоге, что ждет? Какой наш добрый эквивалент и какой итог? Или, может быть, что-то и будет меняться? Может быть, так карты нам будут предупреждение такое выносить? Или как это все окажет влияние на вашу жизнь? И достанем три карты по основным сферам жизни. Что ждет? Сфера любви, сфера взаимоотношений и личной жизни для дев с 10 по 20 января. Что ждет по финансам? Деву с 10 по 20 января. И сфера ваших достижений, важных встреч, у кого-то работы, контактов или каких-то документов важных с 10 по 20 тоже, что вам ждать. Итак, первый знак судьбы – потоковая информация. Ого, выбор, похоже, нужно делать. Такая сложноватая карта в этой колоде. Обратите внимание, дверей нет. Двери открываете вы. Монахиня открыла дверь, поскольку она услышала плач младенца. И вот что она видит на пороге? Среди холода и луж кроха плачет. Мы понимаем, конечно, женщина, она занесет малыша в дом. Но самое главное вопрос, что она будет делать дальше. Вот вам нужно решить, что делать дальше. Не случайно художник изобразил монахиню. То есть мы знаем, перед тем, как принять монашеский постриг, это какое-то должно быть или обстоятельство, или словно жизнь ломается, да? Мы о чем-то, возможно, мечтали, но вот тут ситуации как-то сильнее действуют на нас, нежели какие-то наши планы и желания. Мы как будто были вынуждены на что-то пойти, потому что не видели другого выхода. И, может быть, вот эта милая женщина, она когда-то мечтала о дружной семье, о теплом доме, чтобы в доме было много детского смеха, много детей, правда? Но вот сложилось все совершенно иначе. И женщина на возрасте показана. И теперь то, о чем она мечтала, то, о чем вы мечтали, в какой-то иной конфигурации, когда вы, ну, знаете, как согласились, что, ну да, вот в моей жизни так. И вам эту возможность, как какую-то давнюю мечту, может предоставить пространство, Вселенная, складывая таким образом обстоятельства и ситуации,
что вот вам нужно делать выбор. Такой непростой выбор. Потому что тоже ведь вот эта монахиня, да, мы говорим, конечно, не оставит замерзать малыша, но либо она потом, вот что дальше, вот именно вот этот контекст, либо она передаст кроху приемным родителям, либо пройдя тысячу препонов, потому что у нее статус другой. Так вот, либо пройдя вот эти тысячу препонов, она будет стремиться воспитывать малыша сама, оставить его себе. Вот какой-то жизненно важный выбор. Может быть, это не для всех, потому что мы все разные. Но вам, мои дорогие девы, точно с чем-то нужно определиться. Второй знак судьбы. Наблюдение мы говорим, да, по этой карте. Тоже нет закрытых дверей, за вами могут наблюдать. Мы ведь можем находиться в роли любого персонажа. Это вы можете так, как выходить совершенно спокойно, уверенно, вот из богатого дома, да, сам человек открыл двери и выходит. Он на своей волне, у него все вроде бы под контролем, и он, самое главное, он не видит, что происходит вокруг него, он даже не предполагает. Вот мы говорим часто альтернатива, но вот это где-то карта изображает альтернативу. Вот у вас какая-то альтернативная возможность может быть. Может быть, для кого-то, если мы говорим о человеке, который наблюдает, и вы как бы в позиции, да, этого человека. Он специально так оделся? Никак. Может быть, чтобы не быть узнанным. Может быть, для того, чтобы для себя прояснить опять же какой-то вопрос. Вы, мои дорогие, вам как будто найти нужно информацию, не упустить какую-то возможность и быть готовым к тому, что вы можете словно изменить направление, вы можете что-то передумать, как бы переиначить, в зависимости от того, что вы услышите, и одновременно то, что просит ваша душа. Когда паш мечей выпадает, это, знаете, есть какая-то правда, которую мы можем узнать. У кого-то проиграется и так, потому что, ну, может быть, даже какая-то новость, которая вам дает некоторую оказию, возможность, но от вас требует как бы другой организации жизни, смены ваших планов. И, возможно, кто-то из вас будет тоже наблюдать, ну, или не буквально, а как в поиске более достоверной информации. Вам действительно нужно с чем-то разобраться. Или в зависимости вот от этого выбора дополнительную информацию найти, может быть, для себя прописать 2 тезис-плана. Number one, number two. И, и смотреть, да, плюсы и минусы первого варианта и второго. И каких информационных моментов вам недостает, чтобы это дополнить. Тут, я бы сказала, рациональный какой-то выбор вам нужно делать. Третий знак судьбы. Фортуна на вашей стороне. И значит, если вам кажется, что как-то тут какие-то случайности. Нет, мои дорогие, вам не кажется. Это так, ну, как работает, может быть, как высшие силы или какая-то ситуация, она тоже не случайна, вас как сводит или, может быть, и с человеком. Или когда мы вот так, как вот эта монахиня, да, ну, условно оторопела, мы не знаем, что с этим делать. И вроде бы возможность идет, но чтобы достичь этой возможности, еще много чего предстоит нам сделать, на что-то решиться, да, и это меняет вашу жизнь. Но в данном случае колесо фортуны нам говорит как знак судьбы: не теряй времени даром. Тут надо явно что-то попробовать, потому что мы ведь знаем, колесо, да, всегда цикличность. И, может быть, это будет как с каким-то предложением связано, или действительно, как не случайная случайность, которая для вас может открыть совершенно новые двери, новые горизонты, какие-то новые возможности. Тут на горло собственной песни никак нельзя наступить. Поэтому кто-то из вас будет действительно просчитывать, может быть, через тезис-план. Вообще, какие перспективы у этого дела, у этой задачи, у этого плана? А почему бы и нет, спросить у себя. Потому как если мы что-то отложим на потом, ведь эта карта где-то подразумевает скорость, то мы знаем, что колесо, оно всегда как будто идет наверх, нам так кажется, да, если мы наблюдаем со стороны. Достигает пика, а потом будет спад. Поэтому не упустить какую-то фортуну, мои дорогие, у вас задача. Неожиданности для девы. Деньги. Может быть, в неожиданностях, когда, кстати, ведь это карта финансового успеха, благополучия, как бы деньги есть, деньги и будут, стабильное финансовое положение.
Или, по крайней мере, есть возможность его изменить. Это точно. Мы все разные, поэтому перекладывайте на себя. Но то, что нам есть возможность сегодня, с учетом колеса фортуны, не думайте, что еще раз предложат или еще раз повторится какая-то история. Нет, тут что-то не повторится. Вам нужно, правда, с чем-то определяться. И кто-то может подумать, да у меня сейчас все есть. Не хочу я никаких перемен. Мне вот наоборот стабилизировать что-то хочется и, может быть, даже отдохнуть. А тем не менее, вот такая неожиданная метаморфоза вас может поставить перед выбором, ну, наверное, какой-то монахини. Мы говорили, статус уже определен, она уже как-то адаптировалась к той жизни или ритму жизни, который есть, к той обстановке, которая и вокруг нее складывается. Ей уже все понятно. Ей уже все привычно, без какой-то синкопы или непонятных сюрпризов. Поэтому эта карта может говорить, что вроде бы есть стабильность, но есть и неожиданности. Вот давайте достанем дополнительную карту. Вот какой бы совет вам дали карты вот так в целом? По неожиданностям. Иерофант. Да вам тут что-то по судьбе идет. Фортуна посылает вам что-то по судьбе. Это, конечно, карта и учителя, и ученика. Вы сами, вот как паш мечей, кстати, можете искать достоверную информацию или что-то просчитывать, продумывать, организовывать. Но не буквально вы уже приступаете, а вот как будто вам нужно определиться, прежде чем перейти к какой-то организации. По пажу мечей это может быть, ведь пажи это вестники. Правда, как какая-то информация, которая буквально врывается в вашу жизнь, она вам зачем-то нужна. Может быть, это даже то, что, ну, совершенно неожиданно, но вам именно вот эту неожиданность как будто нужно перевести, переложить на более далекую дистанцию, потому что это какой-то судьбоносный момент. По аркану Иерофант кто-то из вас неожиданно может тоже выступать в роли учителя. Может быть, вы опыт кому-то будете свой передавать. Но аркан Иерофант — это, знаете, конечно же, где-то контроль. И, с другой стороны, эта карта, тем не менее, она как провластная, потому что структура. Структура, как или система иерархии, когда вы можете что-то оформлять, подписывать важные бумаги, будьте внимательны. Что-то прошляпить тут нельзя. И перед тем, как вы поставите куда-то подпись, явно нужно перепроверить или, может быть, еще раз просчитать математически. Здесь такой своеобразный экзамен может быть для кого-то из вас, причем совершенно неожиданно. Но нельзя отмахнуться, нельзя сказать: «Не, подумаю завтра». А вот решать, скорее всего, в эту декаду именно вам придется определяться, и к чему это все идет. Опять же выбор какой-то. Второй паш. Может быть, это одна новость, а вдогонку прилетает еще какая-то. И я не исключаю, что для кого-то из вас это вопросы построения карьеры, вашей популярности, вашего, ну вы чтобы были знамениты, да, вашей какой-то миссии, хочется сказать, с учетом двух старших арканов. Может быть, вы и не совсем согласны. Да мы всегда, пожалуй, совсем не можем согласиться. Что-то, как мы говорим, ни в какие ворота не лезет. Но ведь жизнь любит нам устраивать такие сюрпризы, когда мы думали: «Да нет, такого не может быть». Раз завтра оно у тебя есть. Вот вы действительно как на развилке судьбы. Значит, это какая-то развилка или принятие решений. Оно не может быть таким очень быстрым, скорым. Оно требует четкости мыслей и все-таки просчета. Потому что по жезлов, да, есть импульс, есть желание чем-то заниматься. По этой карте, знаете, как обновление, энергия. Это какое-то дело, какая-то тема. Она вас может захватить полностью, придавая вам и жизненных сил, и активности. Вы словно молодеете, правда? Мне очень нравятся слова, которые прописаны Макс Фрай, да. Нравятся абсолютно все книги. Так вот, есть такая коронная фраза: «Если заниматься любимым делом, можно пропустить и апокалипсис». Чего я вам желаю. Тут вот именно ваша какая-то миссия. Если ею заниматься, но вы знаете как, ну, над какой-то суетой становитесь. И это вас меняет, причем в лучшую сторону, словно и сил прибавляет. Или, может быть, это какой-то новый проект. Я не исключаю, у кого-то вопросы, связанные с детьми. Может быть, ваша чадо, даже взрослая, что-то тут решила поменять, да? Или проживал, может быть, ваш ребенок, даже взрослый, в одном месте, а тут
будет намереваться или к вам приехать, или съехаться, или вас приглашает. Вот здесь могут быть такие моменты, которые связаны и одновременно с перемещением, я такое допускаю, но и выбора места проживания у кого-то будет так. И начинается с какой-то одной темы или с какой-то одной информации, вот этот выбор возникает. Но тогда ждите, что в продолжении всего, да, что мы говорили, еще будет какая-то дополнительная информация. Как будто выбора 2, по сути дела. Ну, как в анекдоте. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Шестерка мечей. Часто дороги, часто перемещения. Или вы кому-то, или куда-то, либо к вам кто-то. Я такого тоже не исключаю. Но мы также учимся, учим языки. Мы просчитываем, что мы будем делать, например, если мы окажемся в другой местности. Может быть, для кого-то из вас актуально. Сообразно Урану очень может быть актуально. Как знаете, работа из любой точки мира, и кто-то будет осваивать разные мессенджеры, разные сервисы, или когда, может быть, ваше личное дело, хобби, творчество, вы будете перекладывать тоже на монетизацию, на именно на финансовую какую-то основу. Мы тут не делаем просто так вот чего-то, да, ради любопытства. А вот план какой-то продуманный есть. Но самое главное, если мы говорим, что будет меняться, так вот это как раз перемены. Но я должна сказать, ведь это карта заслуженного успеха. Перемены мы не отнимем или не изменим. Наверное, что в небесных скрижалях прописано, оно как-то будет осуществляться. Но вам, видимо, мои дорогие девы, с первых дней года есть какая-то очень важная тема, которую вам никак нельзя упустить. И вот первая карта, возвращаясь, да, монахиня, сложный выбор, что будет дальше. И где-то ведь есть подсмысл и в этой карте, потому что для того, чтобы нам куда-то отправиться, нужно первое решение, а второе решиться, сделать первый шаг. Но от чего мы уходим? Мы уходим как от безжизненной пустыни, от пространства, где мы не раскроем свои таланты, от того, где мы не чувствуем себя комфортно, или то, что нас как будто делает зависимым, уязвимым. Понимаете, вот такой вот тоже момент может быть по этой карте. Настало время, тут действительно и ваши таланты раскрыть. Иногда это карта талантов. Это правда. Поэтому успех, он придет. Это не буквально за эти 10 дней. Нет, мои дорогие девы, но вам как будто предстоит путь, может быть, и жизненный путь, когда вы раскроете все свои лучшие качества души. И популярность тут может прийти. Это заслуженное что-то по аркану Иерофант. Это не абстрактное что-то. Это благодаря вашей надежности, вашим устремлениям, может быть, да. Но вот есть какая-то тема, хочется добавить, который касается вас. Может быть, и вокруг вас, к примеру, по пажу мечей много людей, которые вас пытаются, ну, где-то так дергать в разные стороны. Вам, похоже, нужно с чем-то для себя очень важным определиться. Поэтому определенные границы собственного пространства, если вы так поставите, или вашего участия, вам это будет помогать, потому что на кону ваш успех. Что ждет дев с 10 по 20 января? Любовь, личная жизнь. Ого! Вы знаете, мои дорогие девы, это карта Солнца в Деве. Ну, Солнце в Деве у нас уже планетарное, да, этот период у нас уже закончился. Но это карта критического мышления. Вот вам, ваш Меркурий, в вашем знаке зодиака, он именно и проигрывается, как критическое мышление, рациональный ум, быстрый ум, холодный такой ум. Есть, значит, вот особенно теперь, в эту декаду, какие-то ситуации, когда нужно рационально что-то решить и одновременно быть дипломатом. Это касается личной жизни. Ну и в целом мы говорили взаимоотношения. Все решают люди. И от того, как вы сумеете договориться, такой эквивалент получите. Я иногда говорю, это как карта серого кардинала. Почему? Потому что энергетика, как у карты мага. Маг– это у нас тоже, мои дорогие, это тоже Меркурий. Иногда по аркану маг, ну хоть у вас она не выпала, но мы говорим именно об одинаковых энергиях. По магу тоже не только Меркурий, и в некоторых колодах это близнецы, которые так же, как и вы, под знаком зодиака, именно, который управляется Меркурием, но также иногда и немножко в некоторых колодах
определенный период вашего знака Дева, именно за счет Меркурия. Поэтому для кого-то из вас, ну, может быть, личная жизнь, человек с асцендентом в вашем знаке или в солнечном знаке, да, тоже как и вы, Дева, или, может быть, это человек под знаком Близнецы где-то или с асцендентом, если мы говорим о Меркурии. И договариваться придется. Лев подчиняется прекрасной Деве. Почему? Не чувствует агрессии. Нет для вас ничего невозможного. Если девы поставили перед собой цель, ничто не остановит. Но такие завуалированные аккуратные действия как будто необходимы. Финансы, что ждет Паш Кубков? Ну, вообще это радостная весть. Пажи всегда вестники или какая-то новость, поэтому может быть как какой-то подарок, может быть и какой-то бонус. Не исключаю, что вы и сами, к примеру, детям будете помогать. Вот я уже говорила, да? Но это по финансам, по крайней мере, какое-то хорошее настроение. Или у вас все под контролем, хочется сказать, потому что у нас выпало в неожиданностях девятка пентаклей. Ваши достижения, договоренности. Ух ты, девятка кубков. И еще раз карта денег. Вы знаете, тут вам могут даже карты давать такой совет. Деньги есть, деньги будут. Тут какой-то прогресс намечается по деньгам или решение сложных вопросов. Или вообще уход, может быть, от какой-то финансовой бреши. Я допускаю и такой момент. Но вы получите, мои дорогие, деньги, сумму, какая-то она у вас будет на руках. Но вам как-то нужно предусмотрительно ее потратить. Я бы сказала, не потратить все. А именно какая-то заначка. Потому что ведь две девятки, причем хоть и кубки тут там, да, кто-то может сказать, это про любовь. Кто-то мне писал. Нет, мои дорогие. Я иногда говорю, это карта эгоиста. Почему? А потому что все, что есть или хотел, я как бы имею, и мне никто не нужен. И в классических колодах часто девятка кубков. Человек довольный собой. В богатых одеждах нам часто прорисован. Но задний фон он такой мрачный, темный. Он сам по себе. Может быть, настало время как раз некоторые параллели и по личной жизни или по контактам вам провести. Но две девятки говорят, что перемены на пороге, мои дорогие. Это вибрирующее число. И если мы говорим 9 и перевернем это 6, а 6 это всегда победа, у вас будет какая-то победа вот в эту декаду, но вам ее обязательно нужно удерживать, в том числе и по финансам, потому что в последующем что-то будет меняться, но, может быть, от того, как вы пройдете вот самое начало года, от этого будут зависеть как и ваш успех, и перспективы, да и вообще ваша мечта, то, что вы задумали. Но, повторюсь, фортуна на вашей стороне. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Ссылки на свой сайт, а также на телеграм-канал я оставлю в описании под видео. А на телеграм-канале я публикую, в виде ссылок, но иногда и дополнительную информацию. Это весь мой контент, который и с разных каналов, и одновременно с сайта. Может быть, кому-то в одном месте более удобно. Переходите, подписывайтесь, буду вам искренне рада, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.